Добрый день, друзья! Почему нет проекта? Почему они задерживаются? Да вот почему. Потому что я бью полы. Вместо того, чтобы делать проекты, заниматься реставрацией, восстановлением, я бью полы. Вот, кувалда, показывал ее. Рукоятка бузина. Замечательно себя показывает, порекомендую. И бью полы. Бью пол, делаю ремонт, стройка. Потому что если это не закончится, то реставрации не будет дальше. И покажу вам свою мастерскую. И моя мастерская, в которой я занимаюсь проектами. Вот как-то так. Ее нету. Вместо этого вот у нас бетономешалка и все остальное. То есть мастерская пока не закончена. И закончена быть не может, пока я не доделаю ремонт. Поэтому по приоритетам все понятно. Хочу вот в режиме начитки поговорить, потому что предмета разговора у меня нету, а поговорить, я считаю, и нужно, очень нужно, и хочется. Дело вот в чем. В предпоследнем видео, я вот уже последние два видео пытаюсь определить клеймо топора, и когда оно было, получается, в ржавчине, не очищено, я его хорошенько очистил, то мне подсказал человек, что оно было непонятно действительно, мне подсказали, что это нижняя солда. После того, как я его хорошо очистил, я понял, что это не нижняя солда. На данный момент я не знаю, что это за клеймо, но, однако, спасибо человеку, я вышел в процессе исследования на одну любопытную штуку. А дело вот в чем. У нас есть клеймо, он же логотип. И это клеймо у нас Нижнесалдинский металлургический завод. Да, это именно то самое клеймо, которое было до 1973 года, Нижняя Салда. И потом оно стало очень известным, стало 3 кедра. То есть это то, что знают все. Практически все. Если они видят 3 кедра, их называют еще 3 елки, но так это. Все равно все понимают, что это Нижняя Салда. То есть это, по-моему, в 1974 году они сделали вот клеймо 3 кедра. И вот это вот клеймо, раннее, Нижнесалдинская, то есть тут предельно понятно, буква Н нижняя, большая С Салдинский, М металлургический, З завод. Их очень часто путают, значит, с Могилевским заводом Старомашина. Давайте зайдем на любой сайт. Я в интернете полазил не сильно долго, и вот возьмем Мешок, известный аукцион, самый большой, один из самых больших в интернете. То есть вот возьмем Мешок, возьмем Авито, возьмем какие-то там частные объявления, просто какие-то сайты, и на них можно посмотреть, что везде у нас, значит, вот это клеймо нижняя солда, потому что N это нижняя. И то есть она есть Н, С, М, З. Это нижняя солда. И все у нас что пишут? Старомашина. Могилевский завод, Старомашина. Старомашина, Могилев. И так далее. Могилевский завод, Могилевский завод, Могилевский завод. И все дело в том, что они просто очень похожи. Но есть одно но. Первое, самое важное. Я не нашел ни одного доказательства, что Старомашина делала топоры. Вот хоть убейте, я не нашел. Ни одного топора, потому что в интернете и на самых первых сайтах, форумах, вообще вкладках, картинках должно быть написано или показано, ничего нет. Второй момент это то, что на клейме, вот, пожалуйста, это клеймо, Могилевский завод Старомашина, нету буквы Н, потому что нет слова нижняя. То есть, предельная разница, да, они похожи, действительно, они очень похожи, то есть по факту не хватает, практически полностью. Буква Z, она не пересекает букву М у Могилева, и не хватает буквы Н, но так они очень похожи. Если учитывать, что они там гнилые, там заржавевшие, грязные, стертые, плохо отклейменные, такое тоже бывает, как-то они там вмялись, там нечетко, то вот это еще дополнительная тема, вот какая породила, что человек заходит, он ничего не понимает. Ему на первой странице форума сказали, на 70-й только объяснили, что на самом деле ошибка, а он и до 5-й страницы не дошел, пошел всем рассказывать, обрадовался, что это вот другое совсем клеймо и совсем другое изделие. Я хочу вот поковырялся на ютубе, порекомендовать человека, я его вообще без понятия, кто это, не знаю его, он не знает меня. Но вот на его канале есть там более-менее адекватное видео, и он так разбирается, я смотрю, в топорах. Это вот проделки Феникса.
Я сделаю ссылку на его видео, потому что вот он там конкретно показывает и рассказывает. У меня предмета разговора нету, топора в руках. У него есть. Поэтому я просто порекомендую, заходите, смотрите и разбирайтесь, пожалуйста, в вопросе, образовывайтесь, исследуйте, потому что исследуйте, потому что это важно. Важно разбираться, понимать и нести как бы, правдивые знания в массы.